Всем привет! Сегодня буду рассказывать вам теоретическую часть нашего видеокурса. Уверена, что он будет вам полезен, но сразу скажу о том, что, конечно, все рассказать будет практически невозможно. Это достаточно большой объем информации. Мы вообще будем опираться вот на этот вот чудный конспект, который я обычно раздаю на каждом своем мастер-классе. Вот каждый ученик получает вот такое методическое пособие, внутри которого есть различные такие вот таблицы, которые в течение того, что я вот рассказываю, да, люди каким-то образом заполняют, там поясняют для себя всю эту информацию. Ну и у них остается заполненный конспект. Так вот, по этой методичке я вещаю, собственно, получается 3 дня. Конечно же, что очевидно, 3 дня я рассказывать теоретическую часть видеокурса вам не смогу. Поэтому приступим. Начнем потихонечку. Я вам расскажу такой концентрат всей информации, которая вот в этом вот есть у нас конспекте. Сейчас я немножечко вот так вот настрою камеру, так будет удобнее. Ну и, наверное, мы начнем с самой первой темы, которую я обычно озвучиваю на своем мастер-классе. Это тема о том, как построить номер для... я перескочила страничку. Итак, наша первая тема будет о том, что такое номер, что такое интерактив и что такое программа. Вот коротенечко сейчас попробуем об этом поговорить. Те люди, которые уже в праздниках, это, естественно, понимают. Те люди, которые, так сказать, с праздниками не связаны, они, конечно же, не понимают, о чем идет речь. Поэтому я вам немножечко расскажу. Итак, ваша программа – это выступление ваше, собственно, под музыку в тишине, да, там на взрослом празднике, и плюс интерактивная часть, когда вы погружаете человека в мыльный пузырь. Вот все вместе – это программа. Вот то, что до участия зрителей, это номер. Все остальное – интерактивная часть. Но это если очень-очень-очень грубо об этом сказать. То есть номер – это то, что происходит запланировано, отрепетировано без участия зрителя. А интерактив – это уже, собственно, то свободное время, которое мы посвящаем тому, что наши зрители участвуют в вашей программе. Ну, вот такая вот история получается. Значит, дальше мне бы хотелось бы сказать, буквально в 2 словах, как вот по этим вот параметрам различаются взрослые, детские программы, вообще различные, а потом мы поговорим о их продолжительности. Итак, программа для взрослых чаще всего это отдельно номер, отдельный интерактив. Вот как раз тот пример, который я вам рассказывала. Это обычно составляет программу для взрослых. Ну, потому что это достаточно оправданно. Взрослые люди сидят за столами, степенно кушают, да, там принимают спиртные напитки. Я, с вашего позволения, приму немножечко водички. Вот. И лицезреют ваше выступление. После, соответственно, вы вызываете виновников торжества, проводите с ними некую интерактивную часть, какую мы с вами обязательно проговорим в самом конце. И потом, соответственно, происходит погружение всех желающих в мыльный пузырь. Но это тоже как бы очевидно. Такая простая, очевидная вещь. Значит, дальше. Программа для детей. Вот здесь вот палочка такая о 2 концах на самом деле, потому что есть программы, в которых тоже построение такое же. Отдельно номер, отдельно интерактив. Но чаще и более продуктивно, на мой взгляд, все же немножечко интерактивных вещей вставлять внутрь программы. Тогда ваш номер станет только выигрышнее. То есть у нас будет схема такая. Ваш номер, в нем есть скопление некоторых вставок интерактивных, ну и дальше интерактив. Вот, на мой взгляд, сейчас, на данный момент, это идеальная формула. Мы еще поподробнее вернемся к взрослым детским программам, пока в вашей голове должно уложиться уже вот это. Дальше у нас есть еще одна разновидность.
это массовые праздники, это то мероприятие, где зрители сидят либо в зрительном зале, либо это большой, допустим, торговый центр, где на большой сцене происходит что-то. Ну, в общем, это вы и сцена, непосредственно сцена, и много зрителей. Много подразумевается, ну, там, больше, чем на банкете. Для кого-то 100 человек много, а для кого-то 100 это как бы как за здравствуйте. Но вот массовыми праздниками я бы называла, например, выступление в детском саду перед всеми детьми детского сада. То есть когда идет побилетная система, там их может быть и 70, но это массовая программа. Либо, допустим, День города, да, День города, сцена, и там у вас 2000 человек. Массовый праздник. Ну или торговый центр, вы на сцене выступаете, надеетесь, что будет 2000 человек, а на самом деле пришло, ну не знаю, там 50. Массовый праздник. Так вот, на этих массовых программах у вас тоже всегда отдельно номер, отдельный интерактив. Старайтесь не делать вот этот замес непонятный, когда вы во время этой программы вашей на массовом празднике пытаетесь вытащить зрителей в момент номера на сцену. На мой взгляд, это крайне неоправданно, потому что вы потеряете огромнейшее количество времени. Зачем вам это надо, соответственно, да? Лучше, если вы не будете тратить на это какие-то свои энергозатраты, если, конечно, это не ваше персональное выступление, где вы режиссер, царь и бог, и там все спланировано четко, и это прям вот такая хорошая, качественная концертная программа. В этом случае, конечно, вы вольны делать все, что угодно. Но во всех остальных случаях отдельно номер, отдельный интерактив. Притом иногда, возможно, у вас даже будет просто номер вообще без интерактива. Это когда вы будете выступать в составе каких-то концертных программ, где нет времени на вытаскивание зрителей, либо что-то вот в этом духе на сцену, либо вообще это заказчику не надо. Такие программы тоже существуют. Ну и третий вариант – это театрализация. Притом театрализация бывает как взрослая, так и детская. Чаще, конечно, детская, но некоторые замахиваются и на взрослую. Вот в этом случае тоже в зависимости от сюжетной линии у вас интерактивные вставки будут либо не будут появляться во время номера. Но я по-прежнему советую, если вы выступаете на семейных праздниках, а не на большой сцене, для детей интерактивные вставки внутрь номера все-таки вставлять. Тогда им будет не так напряжно смотреть на вас долго. Ну, о продолжительности детских праздников мы сейчас с вами поговорим. Перелистываем наш листочек и переходим к следующей тематике. Вторая наша тема – это взрослая программа, нюансы построения номера и вариации в интерактиве. Ну, давайте об этом поговорим. Надеюсь, тоже будет вам полезно. Итак, я для себя вывела такое правило, что все мои выступления для лиц, так сказать, старше 12-13 лет, это взрослые выступления. Ну, как бы, потому что иначе, если мы к ним относимся как к детям и считаем это детскими выступлениями, история получается так себе. Они уже взрослые, давайте мы это поймем и примем. И не будем детей заставлять думать, что они дети, хотя уже достаточно взрослые. Поэтому программа должна быть взрослая, вы должны быть с детьми на равных, и мы просто примем это правило. Значит, все остальное, ну, взрослые люди, это понятно, конечно, взрослая программа. Юбилей взрослая программа, свадьба взрослая программа и так далее, и так далее, и так далее. Притом есть один такой очень интереснейший нюанс. Сейчас популярно на свадьбы приглашать аниматоров и артистов тоже туда же пытаются подгрести. Ну, допустим, последний случай, мне звонят, говорит, детский праздник, тра-та-та-та-та, нужно будет приехать туда-то, туда-то, будет свадьба, нужно развлекать детей. Я говорю, не поняла, еще разочек, так свадьба или детей? Они говорят, свадьба, ну детей, вот только для детей будет номер. Я говорю, подождите, а это в одном зале происходит? То есть и молодожены, и дети, и все это в одном зале? Они говорят, да, конечно, в одном зале. Взрослую программу в таком случае нужно показывать. И, ну, а сколько брать мне с нее денег, как за взрослый праздник или как за детский, это, конечно, должны решать непосредственно вы сами. Ну, каждый там
считает свои деньги, я в это не вмешиваюсь. Но, друзья мои, помните о том, что если это в одном помещении, должно быть интересно и взрослым, чтобы не закидали вас помидорами. Зачем это делать? Если, конечно же, это разные комнаты, например, в банкетном зале имеется 2 комнаты, в одной из них там дети тусуются с аниматором, в другом свадьба идет. Безусловно, детская программа, вопросов не имею, делаем театрализацию, все круто и замечательно. Но ежели нет, то это взрослая программа, и, конечно, вы сакцентируете во время интерактива ваше внимание на детках. Кстати, аниматоров нужно будет сразу привлечь и сказать им, что, друзья мои, сначала мы смотрим номер, а потом обязательно артистка или артист уделит внимание вам, и вы сможете там понадувать, побывать и так далее, и так далее, и так далее. Все вот эти вот хотелки свои детки смогут удовлетворить. Вот такой вот нюанс вам рассказала. Еще момент важный, на мой взгляд, это несмотря на то, что это взрослая программа, очень многие артисты грешат тем, что они не думают о том, что она должна дарить ощущение чуда. Чудо должно случаться, чудо чудное. И вся вот эта чудесная атмосфера, она должна сохраниться. Сохраниться за счет чего? Музыки, спецэффектов, вашего образа, безусловно. Возможно, какой-то задумки, ну, в плане именно сценарной, да, постановочной. Вот это все должно обязательно присутствовать. Поэтому в разы, просто в разы более насыщенно, нежели на детских программах. Ну вот на мой взгляд. Кстати, тут немножечко истории. Хочу вам сказать о том, что наш жанр шоу пузырей пришел, ну, естественно, из цирка пришел, и первыми пузыристами были иллюзионисты. Помните об этом, это люди, которые показывают что? Они показывают чудеса, иллюзию. Вот вы должны быть настолько же удивительны, насколько удивителен фокусник для взрослых. Помните, это очень важно. Удивительные, волшебные, в нашем случае еще, возможно, невесомые. Кто-то добавляет танец, кто-то добавляет какой-то вот иллюзион, кто-то что-то еще, смешение жанров, крио добавляет. Все что угодно, но вот это вот ощущение праздника от вас, оно должно прям вот все идти, чтобы зритель был, конечно, максимально вовлечен в процесс, и ему было комфортно. Теперь мы поговорим об интерактивных вставках, которые иногда имеют место быть на взрослых программах. Расскажу вам маленький пример, постараюсь коротенечко, потому что я понимаю, что достаточно утомительно будет смотреть это видео на самом деле. Значит, пример. Одна из первых моих свадеб. Я пришла, притом мне позвонили, заказали ее, и я услышала, что на этой свадьбе будет всего 12 человек. 12 человек, чтобы казалось там, господи, 12 человек, как круто, да? Я подумала, что я сейчас так легко отстреляюсь, опыта тогда у меня не было, думаю, легко отстреляюсь, приеду домой счастливая, довольная, ну, как бы денежку заработаю и буду вообще счастлива. И как-то особо я даже не морочилась, поехала классическую программу показывать. Приехала, и удивление мое было просто глобальным, когда я увидела, что 10 человек за столом, за исключением жениха и невесты, сидят с фотоаппаратами. Свадьба фотографов. Я начинаю выступать, на меня никто не реагирует, на меня все смотрят через объектив, собственно, вот своего фотоаппарата и фотографируют. Мне сначала было забавно, но спустя, наверное, минуты 2 мне было уже вообще не смешно, потому что обратной реакции от зала не было никакой, а жениху с невестой было видно, что неудобно, видимо, потому что им фотоаппарат не дали. Я думаю, причина была именно в этом. Дискомфорт жуткий. Ну вот как-то это все показалось мне немного странным. Но когда пришло время к интерактиву, да, переходить, я начала звать людей в пузырь, никто не шел, все сидели и ждали, когда, ну, собственно, снимать-то надо вообще-то. Пришлось по очереди вытягивать. Ну, понятно, что там уже выкрутились, погрузили, уехали, все остались довольны, безусловно. Но суть не в этом. Если бы сейчас я оказалась на месте себя того времени, ну, я бы начала бы вытягивать их со своих мест намного раньше. Дожидаться того момента, когда уже вот наступит, собственно, время интерактива, абсолютно было не нужно. Их нужно было раскочегаривать еще раньше, как только я увидела, что все они смотрят на меня сквозь фотоаппарат.
заставить убрать фотоаппараты их можно было только одним методом. Просто начать вытягивать по одному их к себе на площадку и пробовать вместе с ними надувать эти пузыри. Тогда было бы круто. То же самое будет хорошо срабатывать, если вдруг вы попадаете на мероприятие, где праздник убит. Праздник убит, это значит, людям либо не повезло с ведущим, либо его просто нет, и вы приехали, и гости вот тухлые, ну такие сидят, едят, ничего не надо. Вот для этих гостей специально вы обязательно должны вначале проводить некую интерактивную часть, потому что если этой интерактивной части не будет, то начнутся какие-то серьезные такие проблемы, которые вам некомфортно будет выступать, и у людей останется осадок, что что-то случилось не то. Поймите правильно, тут история такая, мы люди очень социальные существа и всегда смотрим на других. В самолете, когда летим, если один захлопал, остальные захлопали. Если никто не захлопал, все, мы садимся без аплодисментов. Но все это знают. И здесь то же самое. Они все будут смотреть друг на друга, они будут смотреть на реакцию друг друга. Вам важно, чтобы реакция проявилась хотя бы у кого-то. Нормальная, адекватная. Как только они увидят, что кто-то на ковре улыбается, участвует, им тоже захочется. И вот так вот раз за разом это все случится, и все будет классно. Вот на это обратите обязательно внимание. Далее о продолжительности мне хотелось бы еще сказать. Продолжительность всей программы, внимание, программы на свадьбе не должна превышать 20-25 минут, лучше 20, а еще лучше 15, потому что вся свадьба у нас длится около 5 часов. Представляете, что вы воруете такое огромнейшее количество времени у молодых, на шоу пузырей. Этого нельзя делать ни в коем случае. Нужно понимать, что, возможно, будут другие артисты, и вообще у них огромное количество традиций, которые в этот день нужно, соответственно, сделать. А тут вот шоу пузырей у нас задержалось на 2 часа. За мной тоже был грех, когда я только начинала работать. Честно признаться, я выступала на свадьбе 45 минут. Нельзя выступать на свадьбе столько времени. Это ужасно, это убивает свадьбу. Это никому вообще не нужно, совершенно никому не нужно. И вы должны это понимать. На юбилее, вообще на самом деле то же самое, вообще на взрослых праздниках то же самое. Есть небольшие исключения, когда, например, на всей свадьбе нет ведущего, ничего нет, есть только вы, артист шоу пузырей, и вас заранее попросила невеста повыступать подольше, потому что, в принципе, у них семейный ужин, и никаких традиций, никакой насыщенной программы, просто тупо и один артист. Выступайте. Хотя я вообще сторонник того, что лучше немного не догулять, чем перегулять. Скажу о себе, мой номер длится, не программа, номер, от 8 до 12 минут. Соответственно, программа длится 15-20 минут, не больше. И вполне достаточно. Моя стоимость в Москве на свадьбе сейчас, на данный момент, 2018 год, сейчас 20 тысяч рублей. У меня есть заказы, все хорошо. Особо рекламой даже не занимаюсь. Может быть, мне уже повезло, может, это как-то все-таки опыт мой, наверное, как-то все-таки помог. Опыт связи. О продажах мы еще будем говорить с вами дальше. А сейчас мы перейдем к детским праздникам, и я вам о них тоже немножечко расскажу. Значит, детские программы. Детские программы у нас будут делиться по возрастному принципу, по продолжительности. И детская программа будет у нас, так сказать, 3 формата плюс 4 запасной. Назовем их так. Значит, первый формат, классическое выступление. Это детский день рождения, где собирается определенное количество детей. Обычно небольшое, то есть это от 5 до 15 человек. Обычный день рождения. Либо есть группа детского сада, но это уже другое, про это отдельно. В общем, 5-10 человек, какое-то кафе, детей имеется в виду. Естественно, что взрослых могут быть там дополнительно еще взрослые. А для них мы показываем классическую программу. Это номер, в котором присутствуют интерактивные вставки. Например,
Идет номер, вы, допустим, там что-то уже поделали руками, взяли десятку, начали ей выбросы, повыбрасывали, и взяли, вызвали к себе одного из 5 детей, и он тоже повыбрасывал. Потом там вы выбрасывали двадцаткой, другого из этих детей двадцаткой повыбрасывал. Там пена, не пена, тридцатка, тут ваша фантазия абсолютно. Значит, момент, который вы должны детям сразу объяснить. Каждый из них примет участие в программе. Обязательно. Вы их будете брать в том порядке, в котором они сидят на своих стульях. Не нарушайте то, что вы уже пообещали. Как только вы нарушили один раз, все, можете забыть про все на свете, то есть вам не дадут работать нормально. Дети, они очень-очень чувствуют четкость, они понимают, когда им поставили границы, и если ты свои границы отстоял один раз, то они уже за них не переступят. Поэтому важно, как только первые дети побежали к вам на ковер, да, первый ребенок выбежал, его сразу посадить на место. Что касается, как выделить именинника. Именинника вы вызываете каждый раз, когда вызываете, каждого дополнительного ребенка. Я обычно вот в таком вот формате, когда 5-15 человек, вот это вот так вот решаю. Это удобно, на мой взгляд, оправданно, все хорошо. Фишки с клеем, тут недавно у меня в блоге есть там статья про фишку с клеем, там люди говорят, фишка с клеем работает на 5 минут. Да радуйтесь, что работает 5 минут. На самом деле я не использую никаких фишек с клеем. Фишка с клеем — это когда мы говорим детям: намажьте вашу попу волшебным клеем и сядьте на стул. Или намажьте ваш стул клеем и сядьте на него. Вы приклеились, не приклеились. Вот это вот вся ерундистика. Не пользуюсь, давлю авторитетом. Меня дети слушаются, ко мне дети не выбегают, меня они не сносят. Я четко всегда проговариваю правила. И если я правила проговорила, то я их никогда сама не нарушу. Мне часто задают вопросы аниматоры типа: как родители, вот вы детей, вот вы их там ограничиваете, выгоняете с ковра, останавливаетесь, не показываете дальше шоу. Простите меня, ребят, дорогие, я приехала туда не в качестве няни, не в качестве ублажателя, да, кого-то, я приехала в качестве артиста. Если ребенок не дает мне нормально сделать мою работу, я должна его, посадить на место и продолжить, да. Есть правила, все соблюдают правила. Эти правила сразу оговариваются в начале номера. Это железобетонно, и оно непробиваемо. То есть мой помощник садит на место, я сажу на место. Имейте это в виду. Вернемся к нашей теме. Просто о наболевшем, так сказать. Вернемся к нашей теме. Вот классическая программа, интерактивные вставки. После интерактив, когда каждый ребенок может побывать в мыльном пузыре, а если их 5 человек, то еще и понадувать пузыри там все, чем хотят, и так далее, и так далее. Вот эта вот история, она... про продолжительность я потом скажу по возрастной категории. То есть я просто рассказала один из подвидов, да, детских программ. Еще один подвид детских программ — это детские сады, школы, где у нас детей собирается, такой массовый детский праздник, где у нас детей собирается от 30 до 200. Если весь детский сад садит, либо 30 человек — это группа детей. Значит, здесь это массовое выступление. Дети сидят на своих местах. Интерактивные вставки есть, но они никак не связаны с надуванием пузырей. То есть, допустим, нам нужно сделать интерактивную вставку спустя 5 минут от начала мероприятия, потому что дети устали. Они реально устают, они маленькие в детских садах. Поэтому через 5 минут мы говорим: а вы хотите, друзья мои, чтобы наш пузырь, полетел сейчас наверх, вот такой большой? Они говорят: хотим. Тогда давайте встанем с ваших мест и помашем руками вот так. Начинаем махать снизу, 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 вверх, вверх, и машем, полетели. И так далее. Это в качестве бреда я придумала только что. Вот такие вот интерактивные вставки должны быть. Либо вы аплодисменты, вот эти вот дождик. Помните, в детстве мы играли там в ДКшках во всех. Вот такие вот вещи вы должны вставлять, чтобы дети хоть немножечко разряжались, разгружались. Интерактив должен быть. Вот имейте в виду. Значит, и потом погружение. Я на каждой детской программе погружаю всех, еще раз, всех детей в мыльный пузырь. Исключения составляют огромные театральные программы на тысячные залы. Если детей 200, я их могу всех погрузить. Я беру с собой 2 кольца, я и помощник погружаем. Ставим в это кольцо не по одному, а по 3, по 4 человека. Погружение проходит достаточно быстро. Потому что когда в детский сад приезжают какие-то артисты, и одним детям достаются все лавры, а другим нет, это обидно.
Погружение на таких массовых праздниках происходит либо поклассово, либо погруппно, начиная с младших отпускаем, старшие приходят. Кстати, друзья мои, я вам во взрослой программе одну вещь не сказала, и в детской. Вот когда у вас вот эта вот история, что погружение будет после, когда уже все зрители могут ходить и находиться в свободном, так сказать, полете. Важно совершить поклон и получить аплодисменты до того, как вы начали всех погружать. То есть на свадьбе, когда молодожены уже отыграли, вы их посадили, вы со всеми прощаетесь, говорите: спасибо вам, дорогие зрители, так было здорово сегодня мне с вами провести это время, вы такие молодцы, мне бы хотелось бы там пожелать вам, бла-бла-бла. Сейчас я с вами прощаюсь. Но каждый из вас может побывать в мыльном пузыре, поэтому у вас свободное время, вы можете там пойти покурить, выпить и так далее. Ну и спасибо вам большое, поклон, гости хлопают, и все потихоньку подходят, начинают погружение. Вот эту вот историю сделайте, потому что если вы аплодисментов не получили, вот тут опять же история про обратную связь. То же самое на массовых программах. Еще одно направление детских программ, так называемая театрализация. Есть сюжетная линия, по которой вы рассказываете. Рассказываю на самом простом примере. Я его рассказываю вообще всем, и вам в том числе сейчас расскажу. Допустим, путешествие на планету мыльных пузырей. Мы с детьми магическим способом перемещаемся с Земли на планету мыльных пузырей. Мы говорим заклинания, закрываем глаза. В моем случае мы выливаем азот, происходит хлопок, в дыму все дети открывают глаза, мы оказались на мыльной планете. И на ней мы можем либо знакомиться с жителями, либо искать какого-нибудь там капитошку, который где-то спрятался, нам нужно его обязательно найти, и в каждом пузыре мы будем искать этого капитошку. У этого капитошки, допустим, есть какие-то там волшебные признаки, он там должен то-то, 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 а нет, это не он, а это не он. Ну вот как бы придумайте фабулу, придумайте сценарий, дальше по нему двигайтесь. Обратно потом мы все через мыльный скафандр, то есть через погружение, идем на Землю. Я извиняюсь, я иногда зеваю, потому что когда я долго разговариваю, особенно глядя в монитор, сами, да, понимаете, что достаточно тяжело. Ну, вот этим вот я сейчас с вами занимаюсь, поэтому имейте в виду, что не надо на меня обижаться. Это такая особенность. Значит, каждый ребенок должен себя чувствовать участником этого мероприятия. Поэтому вы детей должны все время хвалить, вы должны с ними говорить, вы должны находиться с ними в контакте. Это тоже очень важно. Ну и вообще формат театрализации, он сейчас принимает, хорошие позиции именно на детских праздниках, поэтому я вам рекомендую что-то придумать. Вы этим резонно будете отличаться от ваших коллег в вашем городе. Кстати, заметьте, никогда не говорю конкуренты, говорю всегда коллеги, потому что в творчестве нет конкурентов. Вы должны создавать хороший продукт, ваш продукт, индивидуальный продукт, у индивидуальности конкуренции нет. Вашим конкурентом может быть только то, что вы сделали вчера. Вот вчера вы должны быть хуже, чем сегодня. И тогда вы движетесь в правильном направлении. Ну, это такая воодушевлялка маленькая, да? Вот. Что-то еще я вам хотела сказать про детские праздники. Точно. Про продолжительность. Ой, нет, еще одну фишечку, а потом по продолжительности. Значит, фишечка. Такие случаи у меня случаются часто. Всегда в команде, вот когда мы про первое мероприятие классическое разговаривали, есть некий заводила. На него все смотрят. На детских праздниках он есть, и на взрослых есть. Ребенок, который крайне гиперактивен, он всегда впереди планеты всей и пытается сорвать вам праздник. То есть выбегает, что-то топает, хлопает и так далее. Вам нужно с ним подружиться. Это вот прям вот ваша первоочередная задача. Знаете, ты подходишь к нему и говоришь: слушай, ты такой молодец, ты такой активный, у меня к тебе есть дело. Ты сегодня будешь мой помощник. Самый главный. Давай-ка так, вот тебе ракетка, звездочка, ты ее должен держать и в определенный промежуток моей программы. Только, пожалуйста, вот я посмотрела, ты такой умный, такой молодец, не подведи меня, ты мне ее подай, пожалуйста. Она будет мне очень-очень нужна. Ты справишься? Говорит: да, конечно.
Берете, даете ему эту звездочку, ставите его в угол ковра, чтобы он был у вас на виду, и работаете. Периодически обращая на него внимание, говорить: ты там? Ты точно там? Ты ждешь? Да, сейчас уже скоро наступит этот момент. Ну и важно, чтобы этот момент реально наступил. Не забудьте в программе действительно позвать его, взять эту звездочку, вместе с ним махнуть и сказать: вот он мой спаситель, мой главный помощник, мой герой, он все сделал верно, все сделал правильно, поэтому у нас с вами чудеса-то и случились. И похлопайте, ребята, ему. Вы нейтрализуете врага, сделаете его другом, и одним счастливым ребенком на планете станет больше. Мне кажется, что это уже здорово. Ну-ка, самооценку человеку поднимите. Ну, мне кажется, что это прекрасно. Теперь про возраст. Смотрите, мы всегда выходим, когда определяем возрастную группу, к которой относится этот праздник, мы всегда исходим из пределов разумности, да? Ну, допустим, имениннику 2 года, в основном приглашенные гости это 5-7-летки. Праздник будет ориентирован на 5-7-леток. Понятно, да, почему? Потому что он для 2-леток как бы немножко другая, более простая программа, сейчас про это поговорим. Либо наоборот, праздник у 7-летнего ребенка, а гости в основном 2-летки. Мы будем ориентироваться на 7-летнего ребенка, потому что он более осмысленный. То есть вы понимаете, да, сейчас, что такое разумность. Ну и сейчас временные рамки. Сразу скажу, что не с потолка я взяла, я, слава богу, по образованию педагог-психолог, поэтому могу вам точно сказать, что рамки определены верно временные. Итак, дети от 2 до 4 лет способны воспринимать нормально программу 20 минут. Давайте дальше, потом уже расскажу все сложности, которые возникают. Дети 4-5 лет 25 минут. 5-7 лет 30 минут. Ну там 7, 8, 35, 40 и уже 8-12 это нормально, и 40-45 минут, которые вполне спокойно дети могут вынести. Ну, то есть без капризов, без каких-то вот этих вот усталостей, вот этого всего сумасшествия. Когда мамочки говорят вам: о, мы хотели, чтобы шоу пузырей было там, вы им так и говорите: смотрите, я приеду, мы посмотрим через вот эти вот 20 минут, если ребенку реально будет дальше интересно, мы продолжим, хорошо? То есть это не повлияет на стоимость. Кстати, у меня продолжительности от этой вообще никакой зависимости от стоимости нет. Если ребенок потерял интерес, то программа закончена. Нет смысла его насиловать, конечно, если нет других детей, которые еще не потеряли интерес. Если дети уже ушли в состояние баловаться, то это тоже нехорошо. И вот это вот все вы маме объясняете. Я думаю, что понятно. Мы будем переходить с вами к следующей теме, а то мы тут только ночевать скоро останемся, мне кажется. Следующая тема о помощнике. По ней я очень тезисно пробегусь, потому что я обычно в мастер-классах привожу видеопримеры, там бла-бла-бла. Сейчас не до того. Итак, помощник может иметь как узкую специализацию, так и более широкую. Самая узкая специализация помощника, от которой можно отталкиваться, это человек, который выносит оборудование вам на сцену, монтирует его там, чтобы зритель вас не видел перед тем, как вы начали выступать, и убирает за вами площадку. Это самое узкое, просто уже некуда. Это важно. И в широком смысле. Еще один дополнительный туда-сюда подает вам реквизит во время номера, контролирует все лучше, чтобы это тоже было. Вот это вот минимум. Вот это. Теперь широкий спектр. Это может быть также водитель, человек, который полностью загружает, разгружает, человек, даже у которого в каких-то помещениях его хранится ваше оборудование, человек, который продает их по детским садам и школам. Вот это вот все может тоже делать ваш помощник. Быстренько перечислю, да, вот здесь у меня записаны список, что он делает. Вы, если что, себе перепишите его. Перенос реквизита, подготовка площадки, взаимодействие с диджеем. Помощник передает флешку диджея. Установка на площадке оборудования, контроль ветряных потоков, имеются в виду кондиционеры. Я думаю, что вы все знаете, да, что кондиционеры на время шоу пузырей нужно выключать, потому что ветряные потоки, которые создаются кондиционерами, лопают пузыри. Мы еще сейчас об этом поговорим сразу после помощника. Еще некоторые моменты я вам скажу. Передача ракеток во время шоу. Понятно, что крупные ракетки он вам подает. Контроль над шоу, помощь в случае форс-мажора. Например, у вас, я не знаю, там
что-то упало. Это форс-мажор. Кто-то выбежал. Пьяный зритель начал шастать по вашей площадке, да? Это форс-мажор. Слава богу, у меня такого не было. Я счастливый человек. Ассистирование во время интерактива, то есть он провожает людей из поддона и заводит их туда. На каких-то таких мероприятиях, например, выпускные, не детские, а детские и взрослые выпускные, школы выпускной, там бывают подвыпившие бывшие школьницы на высоченных каблуках, им тяжело заходить в поддон. И вот им нужно подавать руки. Вообще дамам лучше подавать руки, да и детям лучше подавать руки. Вот поэтому мужчина, ассистент это делает. И уборка площадки после выступления. Тоже на помощнике лежит. Ваш помощник должен быть одет в фирменную одежду. Я вам рекомендую на эту одежду нанести ваш логотип, чтобы было понятно. И чтобы это не просто логотип, а подписано, что вы шоу пузырей. Тогда будет меньше проблем с другим персоналом этой площадки. Будет понятно, кто он, почему он таскает такие огромные чемоданы и так далее, и так далее. Оденьте помощника все-таки вот в эту вот форму. Это придаст профессионализма. Будет здорово, если в подобной форме вы будете сами приезжать на эту площадку, а потом уже переодеваться в костюм. Я думаю, доступно, да, объяснила. Сейчас у нас такая... скажу сколько, да, я платила в Омске, сколько плачу в Москве. В Омске я платила 1000 рублей своему помощнику за мероприятие. Он на своей машине заезжал к нам на склад, складывал весь реквизит. Заезжал, я благо рядом с ним жила, со складом, заезжал за мной, мы ехали на мероприятие, потом выгружал меня домой, ехал обратно на склад, там все развешивал, приводил в порядок и ехал домой. Вот 1000 рублей стоило одно мероприятие. В Москве у меня реквизит хранится прямо на территории моего чудного дома. Вот, то есть тут есть некое помещение, поэтому мой помощник приезжает за мной за реквизитом, потом привозит нас обратно, соответственно. Получает он за все это удовольствие 3000 рублей. Ну, чтобы знали, да, чтобы понимали, как работает мой помощник. Про особенности хотела сказать, то, что вообще портит, собственно, нашу работу, что не дает нам работать по-человечески. Эти моменты тоже есть такие неприятные. Давайте я про них расскажу. У меня тут зарядка выключилась. Включилась, прекрасно. Ну, первое, да, пена – враг пузырей. То есть скопившаяся пена в поддоне, в человеческих пузырях, где-либо еще будет лопать вам пузыри. Имейте это в виду. Сквозняки, кондиционеры, вот это вот все, будут пузыри хуже. Сильно пыльные помещения. Пузыри будут хуже. Сильно душные помещения. Пузыри будут хуже. Очень яркие прожекторы. Пузыри будут высыхать и будут хуже. Распыление аэрозолей любых. Пузыри будут хуже. Имейте это в виду. Это тоже такой момент серьезный. Сейчас у нас будет такая вот тема тоже интересная, что прежде чем начинать шить костюм, покупать реквизит. Просмотрите это видео, раз вам попался, собственно, уже видеокурс, просмотрите все технические трюки, все просмотрите и составьте для себя список того, что вы будете показывать в вашем номере. И дальше у вас должна сложиться картинка вашего образа, вашей музыки, технического наполнения, имеется в виду реквизита, и всего остального. Не тратьте деньги просто так. Основная мысль вот этого вот такой вот посыл. Никому не подражайте. Ну, имеется в виду в жестком формате не подражайте. Да? Не надо никого копировать. Не нужно слизывать ничьи номера. Не нужно слизывать ничьи выражения лица, позы и так далее, и так далее, и так далее. Но будьте самобытными. Никому не интересны одинаковые люди, где вы. Вы артист, вы должны нести себя в первую очередь, а не кого-то другого. И никогда еще не было так, чтобы копия была лучше, чем оригинал. Ученик может превзойти учителя, но копия никогда не будет лучше, чем оригинал. Учтите, имейте это в виду. Ну и все у вас в целом, чтобы номер получился интересным, должно быть гармонично, да? Это понятно. Сейчас мы будем с вами говорить про музыку, про костюм,
про образ в целом, макияж, там, прическа и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте быстренько правила костюма проговорим в общих чертах, ну, как бы, потому что наш временной промежуток не позволяет нам, конечно, очень долго беседовать на эту тему. Итак, в общих чертах. Костюм должен быть удобный. Очевидно, да, что вам должно быть в нем удобно двигаться. Если вам двигаться в костюме вашем неудобно, то вам работать будет тоже неудобно. Это будет доставлять дополнительный дискомфорт. А дискомфорта во время нашей работы, друзья мои, хватает. Понимаете, его и так хватает, этого дискомфорта. Зачем его себе создавать еще больше? Но это как бы плохая очень идея. Создавать постоянный дискомфорт. Поэтому удобный костюм должен быть. Ничего не должно оголяться в процессе движения, это тоже будет вызывать дискомфорт. И вообще, на мой взгляд, сразу скажу, что все, что я здесь вообще сегодня вам говорю, это мой взгляд, и он может отличаться от взгляда моих коллег. Ну, вы же мой курс купили, поэтому, собственно, слушайте, да, мое мнение. Я считаю недопустимым оголять какие-то ваши части тела. Оголять имеется в виду что? Ну вот, допустим, у меня бы было бы платье вот так, да, вот так. Ну и тут огромный вырез и вообще без лямок. На мой взгляд, это оголять. Что-то там вот на таких вот лямочках, на мой взгляд, это тоже оголять. Очень короткая юбка – это оголять. Посмотрите, пожалуйста, на гимнастов. Посмотрите вот на эти вот все такие направления. Используйте сетку. Не будьте голыми, вы артисты. И вообще, запомните, кстати, про запомните я потом вам еще расскажу. Если вы в образе какого-то персонажа, про персонаж мы сейчас еще отдельно поговорим, снимите украшения, снимите часы, снимите кольца, если этого нет у персонажа. Свинка Пеппа с часами смешно. Кстати, свинкой Пеппой никому не рекомендую быть, но это самый мой любимый пример. Да? Снегурка, которая замужем, смешно. Помните об этом, вы не должны какие-то нелепости, да, такие вносить. Если у вас образ кого-то, нанесите полноценный, хороший, качественный грим. Качественный грим, но помните, что дети вообще могут испугаться как клоуна загримированного, так, вообще в целом. И ткань костюма очень важно. Выбирая ткань костюма, слюнили пальчик, мочили ткань, пятно осталось, ткань вам не подходит, потому что на ней остаются пятна. Соответственно, она не подходит. Итак, я сказала, что сейчас скажу вам про персонажей, да. На мой взгляд, вообще рядиться в какого-то мультгероя, будем так говорить, глупо. Вы этим самым понижаете себе стоимость. Клоун всегда будет стоить дешевле иллюзиониста, несмотря на то, что клоун самая трудная профессия в цирке. Но хороших клоунов, к сожалению, мало. И на детских праздниках они не встречаются чаще всего. Это единичные случаи, чаще всего. И об этом знают наши заказчики. Поэтому клоун с пузырями не равно артист шоу пузырей. То же самое касается фиксики, шмиксики, свинка Пеппа, фея Винкс, вот это вот все, вот это вот вообще не оно. Но хочу привести вам пример хорошего образа. В Москве сейчас есть чудная девушка, зовут ее Алиса, она делает номер «Русалочка». У нее весь реквизит тематический под русалочку, у нее потрясающий костюм русалочки, у нее музыка из русалочки, она даже там еще периодически поет, как русалочка. Это номер оригинального жанра театрализация. Здесь допустим образ. Я думаю, здесь ясно, да? И формула костюма, вообще формула костюма сценического, я для себя ее определяю таким образом. Если в этом наряде вы можете пойти на день рождения к подруге, на свадьбу к своей бабушке, на свадьбу к своей подруге, либо на день рождения к своей бабушке, то это не сценический костюм. Думаю, доступно, да? Сценический костюм не продается в магазине, сценический костюм вам придется сшить. Вот как-то так. То есть сделайте выводы и примите. Если ваш костюм предусматривает головные уборы, это здорово. Вы будете экономить время на прическе, укладке и так далее. Только не уходите в банальщину. Ну, все уже в юбке из сетки, и у всех шляпка
из вот магазинов вот этих вот, как там они называются, которые в Меге стоят, аксессуары продают. Уже не смешно, друзья, ну давайте что-то авторское включать. Этими шляпками можно было кого-то удивить лет 5 назад, в лучшем случае, и то, когда их с Китая тащили. Сейчас это уже не подходит. Ободки с цветочками вот туда же. Уже каждая вторая девочка ходит в ободке с цветочками вон в Анапе. Зачем? Ну придумайте что-то стоящее. Включите мозг. Украсьте стразами. Стразы стоят 3 копейки на Алиэкспресс. Можно сделать, я уверена. Ну и теперь про музыку. Про музыку. Вообще подбирать образ лучше начинать с музыки. Подберите музыку, которая вам нравится. Попробуйте под нее подуть пузыри, чтобы вы укладывались в темп. И тогда эту музыку можно утверждать. Музыка должна дополнять все фишечки вашей работы. Если вы человек, который так или иначе связан с танцами, то тогда вы можете делать танцевальный какой-то номер. Если не связаны с танцами, не надо сразу наваливать и танцы, и технику по пузырям в одну катку, и вы непонятно, что вы в первую очередь будете тренировать. Вот тогда танцы пока откладываем, просто откладываем. Взяли танцы, отложили танцы. Потом уже отработали технику, классно работать с пузырями, наняли себе хореографа, сделали танцевально-пузырчатый номер. Если же вы связаны с танцами, у вас все это классно, и вы туда добавляете пузыри, безусловно, продумывайте, но помните о том, что если в танце, все понятно более-менее, идет счет, вы туда-сюда ногой двигаете, и результат всегда стабилен. С пузырями так не получится, даже если вы одинаково проведете рукой, пузырь может лопнуть. Просчитывайте это. Просчитывайте, имейте в виду. Дальше, как музыка, если это не танец, я вам сразу скажу, что в этом я не сильна, то есть я не танцую. Нет, конечно, есть какое-то сценическое движение, я где-то могу под музыку там сделать какие-то полутанцевальные па, да, будем так говорить, но это все-таки не танец. Фишечки работы дополняю музыкой. У меня весь номер разделен на блоки, то есть, допустим, там музыкальная композиция, одна длится примерно у меня 1,5 минуты, и вот из них нарезанных у меня стоит мой трек. Сведенные они между собой в единый трек, естественно. Когда меняется музыкальная композиция, я знаю, что в первую музыкальную композицию я должна была уложить, допустим, там 3, 4, 5, неважно, сколько-то элементов своего шоу-пузыря, или вообще 2, там в зависимости от элементов. И я всегда смогу подгадать последний элемент к концу этого трека. В конце этого трека происходит какой-то взрыв музыки. То есть я его всегда могу угадать, я знаю свою музыку наизусть. И вот в эти вот музыкальные всплески должны попадать простые элементы, которые легко выполнимы, но зрелищные. Например, взмах баблмейкером. То есть идет па-ба-пам, и вот у вас да? И таких точек в вашем номере должно быть несколько. Тогда будет создаваться ощущение отработанности номера. Или с огнем фишка, или с вулканом, неважно. Главное, смысл вам сейчас понять. Вот эти вот фишки должны очень хорошо лечь, и в музыке они должны прослеживаться. Имейте это тоже в виду. Нельзя использовать устаревшую музыку. Ваш номер будет выглядеть устаревшим. Поэтому сверхновомодные треки. Если вы готовы постоянно сводить музыку, используйте. Если не готовы постоянно сводить музыку, не берите их. Берите лучше малоизвестные, либо какую-то классику. Не имеется в виду классическая музыка, имеется в виду, в принципе, музыка, которая уже, так сказать, стала классикой. Музыка, участник шоу, она может заставить нехорошее, она настраивает людей на определенный такой настрой. Либо им грустно, либо они впадают в какое-то, воспоминания в какие-то уходят, либо наоборот им очень весело, либо им хочется танцевать. Здесь зависит дальше от вашего образа и чем задумано, вообще как задуман ваш номер. Музыка всегда должна ходить вот по такому графику: спад, вверх, спад, вверх, спад, вверх. На одном, если она будет протяжении, то людям будет неинтересно. Поэтому вверх, пошел легкий спад, человек отдыхает, вверх, легкий спад, вверх, легкий спад. По темпу, по насыщенности. Обратите внимание, как песня строится. Обычно это так: медленный припев, медленный куплет, бах, припев. Медленный куплет, бах, припев. Вот эта диаграмма жизни должна присутствовать и в вашем номере.
Делайте эти спады и взлеты. Ну, музыка, понятно, да, должна вам нравиться, но нравиться она должна не только вам, но и другим людям. Поэтому, когда вы придумали свою музыкальную композицию, дайте ее послушать разным людям. Ну, пусть они как-то оценят. Если они скажут, что что-то как-то то тогда лучше не стоит. Вот так вот рассказала в 2 словах про музыку. Пойдем дальше. Вам крайне необходимо взаимодействовать с ведущими, фотографами и звукооператорами на мероприятиях. Это вообще очевидно на самом деле, что вам это будет нужно делать. Ведущий. По ведущим, вы знаете, я не взяла сейчас с собой табличку, но я вам в общих чертах о ней расскажу. С ведущим у меня сейчас разговор, так сказать, короткий. У меня есть табличка, половинка А4, напечатанная, красивая, она оформлена вот в таком же стиле, как оформлена вот эта вот обложка. Значит, на этой табличке у меня написано, значит, там что-то вроде «Здравствуйте, я рада с вами работать». И здесь объявить меня нужно шоу «Пузыри» Людмилы Дарьиной. На подготовку мне потребуется там 2-3 минуты. Все должны сидеть за столами. На демонтаж мне потребуется то-то, 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 столько-то времени. Все должны сидеть за столами. Во время своего выступления я использую микрофон. Что там еще? Общая продолжительность моего номера такая-то, такая-то. И снизу вот здесь вот очень мелко указан мой номер телефона. Ну, в общем, вот такой вот формат. Чтобы ведущий понимал, вот он это в планшетку запихивает, ему все понятно. Он выходит и все понимает, что будет, как будет, микрофон будет нужен. Все готово, все отработано. Вот. Звукарю, когда вы отдаете флешку, там правило, да, 1 флешка, 1 трек. На этой флешке ничего больше не должно быть, господи. Я вот периодически смотрю на людей, удивляюсь. Они на этой флешке фотографии любимого котика носят, еще там что-то, еще что-то. Ребята, это рабочая флешка. Вообще вот у меня есть 3 флешки. На одной флешке моя театрализация, на другой флешке детская программа, на 3-й флешке взрослая программа. В чем проблема? Почему нельзя этого сделать? Я никак не пойму вообще. По-моему, глупость вообще дичайшая. Еще один момент вообще, чтобы вы понимали, ваша задача на площадке, когда вы туда прибыли, быть максимально удобным для каждого, с кем вы сотрудничаете. Вы подрядчик, с вами должно быть удобно, никто не обязан за вами мыть пол, никто не обязан там с вами бегать, как с писаной торбой, никто вам этого ничего не должен. Вы приехали на работу. Пол вытирает за мной всегда мой помощник. Для ведущего я стараюсь создать минимум проблем. Для звукача минимум проблем. Для фотографа минимум проблем. Кстати, для звукача. Поэтому у меня от розетки работает только один единственный парогенератор. И то я надеюсь, что когда-то этот вопрос решится. Все остальное, так и то мы к этому парогенератору мы с собой возим огромнейший удлинитель. Я даже не знаю, сколько он метров, много. Чтобы зацепиться вообще где-нибудь в коридоре, чтобы это было не в один пульт со звукачом, чтобы, не дай бог, там ничего, все остальное на батарейках. Вот. То есть стараюсь быть максимально удобным. Это и ваша задача. Остальными будьте просто дружелюбными. Вот. Ну вот как-то так. И знаете, когда я вам рассказывала про мероприятие, сейчас я хочу вам дополнить еще одной вещью. Я извиняюсь, что сумбур такой, но просто реально мне очень сложно за сжатый промежуток времени выложить ту информацию, которую я обычно рассказываю 3 дня. Я ничего не сказала об уличных мероприятиях. Давайте я о них скажу буквально в 2 словах, а потом мы вернемся к взаимодействию в среде. Уличное мероприятие. Как оно должно быть оплачено? Что на нем делать? Вот смотрите, если это детский день рождения на лужайке, вы сразу предупреждаете о том, что, скорее всего, погружение не получится. Если получится, это везение, да? Что если будет плохая погода, то ваш номер превратится в не показывание неких фокусов, а это просто будет сплошной интерактив с детьми. Люди должны быть к этому готовы. И в этом случае вы можете ехать на детский праздник. Скажу вам честно, я не беру меньше денег за уличный праздник. Я не понимаю, почему я должна брать меньше. Я столько же оборудования везу, раствора еще больше выливаю. Почему меньше, не ясно мне. Если это мероприятие происходит на сцене, то здесь, конечно, продолжительность будет намного ниже. Мое выступление на уличной сцене длится 5 минут максимум. То есть 4-5 минут. Денег я за него беру как за детское мероприятие. Ну, тоже, да?
Ну, это моя политика. Имейте это тоже в виду. Сейчас я вернусь к контактам в среде. Вы должны подружиться с фотографом, с видеографом. Ну, как бы вообще на самом деле обменяться с ними визитками. Притом не с формата давайте я вам свою визитку дам. Нет, возьмите их визитку. Тогда, скорее всего, у вас попросят в ответ вашу. Если, конечно, отработали хорошо. Если у вас продукт плохой, то количество контактов в среде вообще ничего не принесет. Имейте это в виду. Вообще, ваша формула успеха – это хороший продукт, в первую очередь, удобство в взаимодействии, ну и количество контактов в среде. И тогда вы будете как бы в обойме. Вы звезда. Я вас поздравляю. А мы переходим дальше. Движемся, 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 движемся. Значит, сейчас, секундочку, я просмотрю, сколько у нас тем осталось. Так, ну вот здесь вот одну тематику мы с вами упустим. Это перевозка реквизита там за границу, бла-бла-бла. Это как бы, я не хотела бы об этом здесь рассказывать. Это, пожалуйста, будьте любезны на мастер-класс и ради бога. Сейчас у нас осталось с вами буквально проговорить 3 темы. Достаточно в скором темпе. Я еще скажу, ну, буквально пару слов таких напутственных, да, чуть-чуть о себе, чтобы тоже можно было нам об этом говорить. Итак, мои рекомендации по созданию портфолио. Фото, видео. Ну и немножко коснемся, очень немножко коснемся взаимодействия с ведущими агентствами праздников. Значит, ваше рекламное видео, понятно, должно быть сочным, насыщенным, завязка должна быть ярким, вот интересно должно быть сразу, вот первые 5 секунд прошло, человеку интересно. Все ваши заставки, которые длятся по 5 секунд, отсюда полетело одно облако, сюда прилетела другая звезда, и сложились в ваше волшебное имя. В топку это все, друзья мои, потому что, ну, я это выключаю. Должно интересно быть зрителю, помните, что вы для зрителя работаете. Продолжительность видео не более 1,5 минуты, это максимум, вообще лучше 1 минуту. Все остальное смотрят только ваши конкуренты. Теперь смотрим дальше. Вот ваше видео, оно должно быть нарезано из мелких блочков, притом они должны быть все с разных мест, показывайте только эффект. У нас клиповое мышление сейчас. Мы не можем смотреть, как человек обмакнул трубку и начал надувать гусеницу. Вот первый пузырь, вот второй, вот третий, 45-й. Не в этом фишка. Вот сразу покажите картинку, как вы надуваете последний пузырик и показали гусеницу. Все. Ничего там больше быть не должно. Вот каждый этот кусочек, он должен длиться не более 4 секунд. Представляете, скольки кусочков должно состоять ваше видео? Оно должно быть клевое, интересное, здоровское. А потом я еще расскажу общие требования к фото и видео. Вот это вот, что касается продолжительности и так далее. Притом это видео у вас должно быть сохранено в 2 форматах. С вашим логотипом, без вашего логотипа. Имейте в виду, важно. Значит, фото. Фото должно быть качественным. Видео должно быть качественным. Не на телефон. Не надо вам миллион видео снимать. Снимите хотя бы 1 качественный ролик. 1, пожалуйста. Потому что если его вообще нет, то вас нет. Неинтересно смотреть вот это вот с телефона, эти лайфы непонятные. Это вы можете в сторис складывать в Инстаграме и радоваться жизни. А ролик у вас рекламный должен быть 1 хороший. Ну, если их будет несколько, то здорово. То же самое касается фотографий. Пусть лучше их будет несколько классных, чем 1 100 500 непонятно каких. Не скупитесь. Это нужное, важное вложение. Фотографии вообще должны быть желательно с разных площадок. Ваш ролик тоже будет круто, если он будет с разных площадок. Тоже будет замечательно и классно. И вообще великолепно. Теперь такой психологический момент. Видео и фото должно быть снято на тех площадках, на которых бы вы хотели выступать. Если вы пока выступаете в квартирах, но уже замахиваетесь на ресторан лакшери сегмента, снимайтесь, пожалуйста, в ресторане лакшери сегмента. Квартиры сами отпадут, а лакшери приложится к вам. При условии, конечно, что вы качественный продукт делаете. Если вы хотите работать в квартирах, выкладывайте видео из квартир. Вопросов не имеем к вам. Работайте, это тоже сегмент.
Вот это такой момент хороший. Если вы хотите работать на взрослых праздниках, вообще лучше разведите, если еще, не дай бог, вы работаете на детских праздниках в образе, разведите ролики отдельно свадебный взрослый, отдельно детский. Вообще лучше развести детский и взрослый ролик, так же, как и детские и взрослые программы, в разные альбомы, чтобы они не перемешаны были у вас. И во взрослом альбоме должны быть ассоциации со взрослыми праздниками. Допустим, это юбилей, если там должна быть женщина, у которой торт, на торте там свечи 30, это я так грубо, да, говорю. Или там украшением с 30-летием, если это свадьба, то там должна быть жених, невеста, букет, там кольца, украшения свадебные, то есть видно, что это свадьба должна быть. Не надо кучу детей выкладывать в свадебный альбом вот с этой свадьбы. Больше взрослых, больше эмоций взрослых. В детском альбоме, соответственно, детское, да, понятно. В фотографиях и видео должны быть кадры. Вот здесь вы должны написать обязательно техническое задание фотографу и видеографу, которые это все будут снимать. Кадры. Как вас снимают на телефон гости? Кадры сзади вас и видно гостей. Видно гостей, которые улыбаются и которые довольны. Видно гостей, которые снимают на телефон. Все вот это социальные доказательства. Это должно быть. Никаких вот мусора, вашего валяющегося реквизита, каких-то неопрятностей ни в коем случае на фото этого быть не должно. Ни при каких обстоятельствах. Техническое задание нужно обязательно нужно составлять. Но это вот так вот в целом в 2 словах. Значит, взаимодействие с ведущими агентствами праздников у нас здесь еще заявлено. Давайте сначала не об этом. Если вы хотите, чтобы ваши коллеги по цеху, а точнее ведущие, вообще активные люди в свадебной индустрии или в детской индустрии вас замечали, вот эти вот все группы свадебные, либо по детским праздникам, размещайте там комментарии. Только не обвиняя или обижая других участников рынка, а по делу. Советы, комментарии, ваше мнение – нормальное, адекватное, авторитетное всегда будет в плюсе и добавит вам популярности в сфере. Имейте в виду. Дальше. Дальше про сотрудничество с агентствами праздников. Каждый выбирает сам сотрудничать, не сотрудничать, каждый назначает сам свою цену, каждый утверждает сам свой процент. Мой процент в Москве агентством достаточно высок. У меня есть заказы от агентства, есть заказы от обычных людей. В Омске у меня был процент агентств, но у меня из агентств никто его не брал, потому что и так хотели меня видеть. Просто хотели со мной работать. Я участвовала во всех проектах свадебных города, чего и вам советую, чтобы достичь какой-то популярности в сфере. Тогда агентства сами будут за вами идти. Вы, конечно, можете разослать им портфолио, вы можете им позвонить. Это очень долгая тема вообще по взаимодействию с агентствами. Я думаю, что если вам это будет когда-то нужно, придете ко мне на мастер-класс. Так, попили водички и продолжили. Реклама. Реклама в печатных изданиях, наружная реклама, промо-мероприятия, социальные сети, интернет. Как спланировать рекламный бюджет? Сразу сначала отвечу на последний вопрос. Как спланировать рекламный бюджет? Рекламный бюджет не должен превышать 10% от заработанных вами денег. Имеется в виду не выручка, а заработанные вами деньги. Вот больше вы тратить не должны на рекламу. Я считаю, что именно так. Потому что нет смысла вливать огромное количество денег в рекламу, если они не отбиваются. Это правда. Итак, первое. Свадебные журналы. Если вы надумали размещаться в свадебных журналах, вы оттуда заказов прямых от молодоженов можете не ждать. Если, конечно, вы не совсем в мелком каком-то городе живете. Вообще, по факту, по России уже, наверное, года 3 можно не ждать. Вы это делаете только для вашей популяризации в сфере, чтобы ваши ведущие города и агентства увидели, что вы живы. Притом туда лучше размещать не рекламу, как обычно этот макет, тогда тут непонятный макет, там написано шоу, пузырей, в общем, вот это вот примитивщина, да. Напишите статью как специалист,
как свадебный специалист об артистах на свадьбе, о шоу пузырей на свадьбе, о новой программе шоу пузырей на свадьбе, о том, какие особенности вы заметили, проводя там шоу пузырей. То есть конкретная статья информативная, полезная. Полезными будьте. Допустим, одна свадьба в прошлом сезоне была для меня полным открытием, когда я увидела новое прочтение шоу «Пузырей». Заказали мне в подарок родителям молодоженов сами молодожены и вернули в детство своих мам и пап. Это было очень круто. Ну, да, показали, вот, ребята, вот такую штуку мы сделали. Либо вы пишете, что я была участником проекта «Свадьба на миллион». И там выступила наставником одной пары, да, пары молодых. Мне очень понравился этот проект, и поэтому сейчас я подумала о том, что было бы здорово, чтобы молодожены тоже принимали участие именно как артисты вместе со мной в этом номере. Допустим, я начинаю показывать номер, и в конце номера они приходят и вместе со мной там делают дождь из пузырей, из баблмейкеров, там, ну, неважно. Фишка. Рубите фишку, друзья. Вот в таком случае оправданно вас заметят в сфере. Наружная реклама, пользовалась билбордами. Дорого, если по бартеру предлагают, соглашайтесь, если за деньги, не соглашайтесь. Имиджевая реклама, просто все вокруг будут знать, что вы крутая или крутой. Все. Обклейка авто. Я за. Мои авто все расклеены обязательно, потому что проще проехать туда, куда не очень-то можно. Меня меньше останавливает ДПС. Мне проще припарковаться у крыльца какого-то ресторана хотя бы на время. Никто не задает мне вопросы, почему, что и как. Реклама работает. Я еще из окна часто надуваю детские пузыри, стоя в пробке. И я заметна. Вы знаете, если я когда-нибудь даже там себе куплю Бентли, я его расклею. Прикиньте, Бентли шоу пузырей. Вообще мечта. Мечта. Ну или Порше. Хорошо, значит, о Порше поговорили. Промо-мероприятие. Вот тут история. Прям история. Промо-мероприятие делать можно. Но вы должны понимать, насколько это промо важно для вас. Насколько это промо будет действенно, ну и насколько вы вообще вот этого вот хотите. Понятно, что по первости, сейчас, когда вы будете начинать работать, вам вообще практика нужна, а мероприятия из ниоткуда не возьмешь, поэтому вот эти вот промо, вы в принципе на них можете как-то соглашаться, но тоже знаете место. Вообще выступать бесплатно вещь не очень-то благодарная, потому что как только вы в одном месте выступили там бесплатно, то в следующий раз вас туда за деньги уже не позовут, имейте это в виду. Что вы уже под них прогнулись. В Москве сейчас я в 2 только случаях выхожу на промо-мероприятие. Первое, если мне покажут по телеку. Второе, если там будут какие-то звезды, да, прям нормальные звезды. Вот. Тогда пойду. В других случаях бесплатно работать не пойду ни за что. Вот. В Омске промо-мероприятия последние бесплатные, какие у нас были. Ой... Даже припомнить не могу, давно не работала промо. Значит, промо-мероприятие я делала в большом у нас очень-очень большой ТЦ. Вот, мега. В Меге делала промо-мероприятие. Почему на него согласилась? Была телевизионная поддержка. Ну, в телек, даже в наш обычный в Омске телек, почему бы не залезть. Допустим, на свадебной выставке имеет смысл выступить, это промо-мероприятие. Кстати, если вас позвали выступить бесплатно, ну в смысле, что вы за это не должны платить, это тоже круто. Вообще свадебные выставки вещь неплохая, если это не очень дорого, это в ваши 10% укладывается, я считаю, что можно, но даже если вы не идете как участник, просто придите на свадебную выставку, хотя бы походите, хотя бы пораздавайте визитки и пообщайтесь с людьми, это важно. Наверное, по промо это все. Есть еще понятие бартера, где, допустим, вы идете в кинотеатр, выступаете там, и с вами рассчитываются билетами этого кинотеатра. А почему нет?
Все ходят в кино. Ну, я за бартер. Я работаю по бартеру, и мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Значит, самое любимое, самое, наверное, потрясающее, это, конечно, социальные сети и интернет. Там огромное количество работы. Я не знаю, в 2 словах я, наверное, вам не скажу, вот что нужно сделать, чтобы вас покупали. Но в целом, наверное, так. Лучше быть везде, чем нигде. Имейте в виду, что у вас должен быть контент-план ваших постов. Посты должны носить не только рекламный характер, но и нести полезные. То есть рассказывайте вашим потенциальным клиентам, как сделать домашний раствор для пузырей. Расскажите, в какие игры можно играть с детьми. Подскажите молодоженам, где найти лучший банкетный зал. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? О полезностях. Вот полезности там должны однозначно быть. И сайт, если у вас будет, сейчас Алексей мой рекомендует использовать платформу Тильда. Там могут справиться с сайтом, в принципе, любые люди. Думаю, вот как-то так. Вообще, в целом, я вам рассказала, ну, вот такую вот выжимку, наверное, практически все. Потому что больше сильно вот такого прям вот глобального мне вам рассказать, ну, наверное, и нечего. Ну, как нечего. В формате того видеокурса, о котором мы сейчас поговорили, выжимку и концентрат я вам рассказала. Очень много информации находится в моем блоге на сайте showcenter.rf. Читайте блог, друзья, я его пишу не просто так, я его пишу для того, чтобы быть вам полезной. Честно. Прям честно, честно, честно. Именно для этого я его и пишу. Вебинары у нас идут бесплатные, участвуйте в них. Правда, записи их нигде не лежит. Это исключительно вот формат поле, посмотрели, закрыли. То есть доступ к вебинарам после их проведения, по-моему, у нас еще несколько часов можно его посмотреть. Вот. Что еще вам хотела бы я сказать? Я хотела бы вам сказать, что в шоу «Пузыри» очень важно любить свою работу. Если вы просто аниматор, это классно, что вы вводите в свою программу шоу «Пузырей», но вы должны четко понимать, что если это вот очень часто аниматоры называют в своих программах шоу пузырей, мини-шоу пузырей. Вот выгоните вот эту вот историю мини-шоу пузырей, потому что шоу там нет. Понимаете? Нет там шоу. Шоу это другое. У вас есть там элементы шоу пузырей, анимация с пузырями. Это тоже уважительное занятие, но это не шоу. И вот итогом того, все, что я вам рассказала, я бы хотела, чтобы вы задумались. На секундочку, каждый из вас, что вы будете делать? Анимацию с пузырями, либо шоу. Если вы хотите делать шоу, то перед вами открывается огромный пласт работы, который нужно будет делать. Это постоянные репетиции, это нервы, безусловно, нервы. Пузыри не собачки, вы их не заманите с сахаром. Это нервы, это старания, это ежедневные тренировки. И тогда удача вам улыбнется, и все у вас получится. Не всегда сразу. Вот как-то так. Я надеюсь, что с каждым из вас мы когда-нибудь познакомимся лично, будем друг другу полезны и интересны. Ну а сейчас я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Пока-пока. До свидания.